Добрый день, дорогие мои друзья! Меня зовут Жанна, и я всех приветствую на своем канале. Смотрю в окно, а у нас здесь на заборе села птичка. Я даже не знаю, какая это птичка, не могу ее разглядеть. Но она очень уверенно сидит и тоже почему-то заглядывает во двор больницы, которая находится напротив нашего дома. Смотрите, как она мило сидит и все туда смотрит. Вот такое у нас сегодня музыкальное утро. Птички поют, их здесь бывает просто неограниченное количество. На пальмах, на наших деревьях. И вот мы с утра просыпаемся всегда под это пение птиц. Особенно летом, когда сейчас будем держать уже двери открыты в дом, чтобы дышать воздухом. И будем наслаждаться этим музыкальным звуком. Сегодня у нас пасмурная погода. Эти свои цветочки я тоже пересадила и уже выставила их на улицу. Подержала их здесь, они пошли новыми. Лепесточки уже начали там вот зарастать. Ну, я их уже выставила, а то у меня уже здесь как огород на кухне прям стал. Это тоже вот в очень уже так хорошем состоянии. Кончики желтеют. Тоже, думаю, мне писали, что они желтеют обычно тоже кончики. Не знаю по какой причине, но бывает. Так что зеленый, ну и слава богу. Приходит потихоньку в себя. Это тоже, который я от Миланы притащила. Вроде приходит, хоть и вот желтеют, но я думаю, они должны желтеть по одному, отпадать, новые вырастать. Я так думаю себе. Ну, а эту красавицу я тоже, можно сказать, выходила. Вот у нее сейчас вот такой вид. Достаточно зелененький, достаточно хорошенький, свеженький. Уже так чувствует себя, думаю, хорошо, прекрасно. Ей хорошо в этом уголочке около дивана. Так что пусть себе растет на здоровье. Пусть чувствует себя хорошо. Ну вот, все показала, цветы показала, а я себя тут вот такой запеканочкой творожной буду сейчас баловать. Запекла себе с утра запеканку и, конечно, кофеек. Сейчас добавлю сюда пеночку, капучино добавлю, чтобы была пеночка. И буду наслаждаться. Так, повиси-ка здесь. Мы вот так потрушу. И все, и помешаем. Ну все, дорогие мои. Кто за столом, кто тоже завтракает, как я. Приятного аппетита. Увидимся попозже. Да, и забыла вам пенку показать. Смотрите, какая пенка получается. Это Нескафе. Вот, ой, ну что ты падаешь? Это Нескафе Голд. Вот такая пенка. Капучино это. Я его просто добавляю, как вы видели уже, это порошочек. Вот такой. Есть уже сахаренный, есть без сахара. Вот это, по-моему, без сахара. Я вам уже покажу его, потому что в комментариях я знаю, что спросите. Девочки многие живут в Италии, и да и в России оно продается. Очень-очень даже вкусная, хорошая вещь. Ее очень любят. Поэтому пользуйтесь, готовьте, делайте себе. Оно получается без черного итальянского кофе. Оно получается как растворимый кофе. Вот, все. Ну что, девочки, очень активно, серьезно слежу за своим алоэ. Перенесла его сюда к своим вот маленьким цветам, которые у меня с другой стороны стоят на балконе тоже. И слежу за этим цветком. Я такое не видела никогда. Мне очень интересно, какие будут эти цветы.
Посмотрите, какой красивый цветочек будет, пышный. Так, ну и тем временем, так, вот там у меня вот такое вот тоже, я не знаю, что это и зачем это такое длинное. Сам весь цветок такой компактный, крепенький, маленький, коротенький. А листья, эти цветоносы, они вот прям висят, посмотрите. Прям свис уже со стола, вот такие колокольчики розовые, видите? Ну, что делать? Висят и висят себе. Пусть висят. Так, вот это у меня тоже антиквариат. Это другой сорт. Оно потому, что вот с такими остренькими листиками. У меня все кругленькие. Этот я привозила еще с Осетии. И вот вам еще один сюрприз. Ползет здесь еще один цветонос. Вот такой ползет. Ну, я думаю, он будет такой же, как вот этот. Очень уж боюсь, что его там заклюют эти мои птички. Активно они там у меня чирикают. Так, заглянусь. Ой. А самое интересное, что вот коснешься вот этих колокольчиков, и они обсыпаются. Нет, здесь еще нету. Ну, в общем, ждем-с. Ждем-с. Вот такие у меня странные цветочки. Ждем-с. Ну вот, смотрите, прошла, наверное, неделя, и вот будут красные цветы. Я так думаю, будут красные цветочки у моего алоэ. И подрастает этот бутон тоже, выходит, растет, пока все хорошо. Пока все хорошо. Ну вот, много очень у него здесь деточек. Я смотрю. Так, что? Блин, как они мне надоели. Видите? Видите жука? Вот таких у нас здесь очень много. Мне надо его убрать отсюда. Он там сдох, что ли? Конечно, сдох. Представляете? Ну, жук помер, как я и сказала. Среди этих колючек он, бедный, не смог выбраться. Ну и там и остался. Вот, теперь я все-таки решила пересадить этих деточек в другие горшочки. У меня такие маленькие остались. Хорошо, что я их не выбросила. Я их всегда выбрасываю. Но тут прям даже обрадовалась, что они у меня сохранились. И поэтому я пытаюсь вот выкопать очень аккуратно. Делаю без перчаток, потому что я забыла их взять. Неохота было за ними опять идти. И вот так придерживая, аккуратненько освобождаю этих деточек оттуда, чтобы их рассадить потом в маленькие вот эти горшочки. Что-то мне их жалко, потому что большой сверху, большие, которые, они очень давят на них. Ну и, естественно, они там, ну им тесно, очень им тесно, поэтому я вот так вот сейчас их пытаюсь извлечь из большой вазы и буду их пересаживать. Некоторые уже прям такие большие, хорошенькие. Вот этот вот я сейчас пытаюсь освободить. У них даже корешки прям такие уже плотненькие, длинненькие. Но ничего, стараюсь. И вот сейчас я их, зато я им дам новую жизнь опять. Смотрите, девочки, я освободила немного снизу эту вазочку с алоэ. Как вы видели, уже я их вытащила вот сюда. И сейчас их пересажу в отдельные горшочки. Вот этот я уже пересадила, самый большой, который был отросточек. Пусть пока себе здесь приживается.
А эти я сейчас тоже положу. Совсем малюсенькие, которые были, вот я им ободрала корни, но я их поставила в водичку. Думаю, что они, конечно, вырастут. А эти я сейчас тоже пересажу. Все, девочки, смотрите, красоту навела, освободила свое алоэ. Думаю, ему станет более прохладнее. Смотрите, как я их посадила. Аж 4 отросточка сюда. Сюда 2 посадила по одному, который побольше. Ну и вот этот маленький денежное дерево, раз оно тут выросло среди этого колючего, очень колючее алоэ. Я себе все ручки поцарапала, но я старалась аккуратно. Думаю, им сейчас будет более удобнее, более свободнее. И вот так у меня умножились опять мои цветочки. Ну что делать? Ну ваза эта у меня тут появилась для штатива. Я ее использовала как штатив. Так что она тоже украшает сейчас мой столик. Ну и все. На сегодня я с огородом закончила. Сегодня у нас погода замечательная. Покажу вам, чтобы на солнце не выходить, наш огородик. Лимоны наши прям висят. Смотрите, какие лимоны. Переполнены просто, это дерево просто переполнено. Птички там бегают по нашей травке. Ну и все, дорогие мои друзья, на этом буду заканчивать свое видео. Огромное всем спасибо, что были со мной. Хорошего всем дня и будьте счастливы, дорогие мои. До новых встреч. Пока-пока.